Привет! Помнится, где-то чуть больше года назад на своем канале я рассказывал про довольно занимательные часы Amazfit Aries. Это была некая защищенная версия очень успешной некогда модели Amazfit Bip, но по итогу в силу различных обстоятельств на глобальный рынок эти часики так и не попали, оставшись продаваться только в Китае. Хотя по-хорошему у них были все шансы стать новым хитом не меньшим, чем Bip. Спустя время Amazfit все-таки выпустили нечто похожее, интересный ретро-девайс под названием Neo, но это уже были совсем другие часы, больше походящие на электронные с элементами Smart. А вот различные подражатели, конкуренты китайского гиганта, все это время не дремали, и в лице компании The Blaze на свет все же появилась модель Aries, только от них. И вот в сегодняшнем моем видео именно про них и пойдет речь. На самом деле The Blaze Aries это не что иное как OEM модель, как минимум 3 похожих варианта от других производителей на просторах Алиэкспресса я смог обнаружить. Но это просто так тебе к сведению, сегодня мы будем смотреть часы только от The Blaze. Обошелся мне данный девайс в 19 баксов или плюс-минус 1500 рублей по курсу на день покупки. И могу сразу же сказать, что за эти деньги часы определенно интересные, особенно по части возможности измерить артериальное давление. Да-да, они якобы могут это делать. Но об этом мы поговорим чуть позже, а начну я как всегда по порядку. Поставляются часы в коробке из простенького картона, в которой лежит само устройство, кабель для зарядки с проприетарным магнитным коннектором и небольшое мультиязычное руководство пользователя, в котором есть русский язык. Забегая вперед, могу сказать, что локализация здесь и правда хорошая. Я купил часы в зеленом цвете, с черными вставками по корпусу, но в продаже также есть и другие цвета – черный, синий и красный. Ремешок здесь дубоватый, но не аллергенный. В принципе, по своему качеству он ничем не хуже Amazfit'овского. Снять его можно, но быстросъемных механизмов нет, так что придется хорошенько поковыряться. Корпус устройства изготовлен из поликарбоната, и сам девайс довольно легкий. Его вес с ремешком составляет всего 32,5 грамма. Габариты корпуса по длине и ширине получается 42 на 46 мм, при толщине 12,5. Данные часы я ношу уже около 20 дней, и даже при такой жаркой погоде, что стоит сейчас на дворе, никакого раздражения за это время на запястье я не получил. Задняя крышка прикручена к корпусу 4 крохотными винтами с обычным крестовым шлицем, так что вскрыть девайс при необходимости не составит никаких проблем. По центру этой самой крышки расположен модуль с датчиками измерения. На борту имеется пульсометр и датчик присутствия часов на руке. Помимо всего прочего, здесь есть и акселерометр для активации экрана поворотом запястья. Отмечу сразу, срабатывает он не всегда корректно. Иногда приходится принудительно еще раз делать взмах. За отображение информации отвечает квадратный цветной TFT-дисплей диагональю 1,3 дюйма с разрешением 240 на 240 точек. Соответственно, функций Always On Display здесь нет. Мозгом устройства выступает чип Realtek 8762C, лоу-вольтажная система на кристалле, поддерживающая связь со смартфоном по интерфейсу Bluetooth 5.0. Вообще, что касается отображения картинки и быстродействия, то часики меня определенно порадовали. Экран хорошо реагирует на касание, и заметной сильной пикселизации на скруглениях иконок и миниатюр на глаз практически не видно. По крайней мере, изображение здесь намного лучше и четче, чем в недавно обозреваемых мной Halo RT. Единственный неприятный момент по этой части – это слишком мелкий шрифт и сами изображения. Казалось бы, я особо на зрение не жалуюсь, но напрягаться для просмотра или выбора определенных пунктов в меню иногда приходится. Для людей с плохим зрением девайс однозначно не подойдет, настоятельно советую это учесть перед покупкой. Помимо сенсорного управления, на правом торце корпуса имеется 2 физических кнопки. Верхняя отвечает за принудительную активацию экрана и по совместительству включает или выключает устройство. Нижняя вызывает меню спортивных активностей. Их тут всего 13. Для выбора доступны бег на открытой местности, велосипед, плавание, скакалка, бадминтон, настольный теннис, альпинизм, ходьба, йога, велотренажер, приседания, беговая дорожка и прыжки. Часы имеют защиту от воды на погружение до 30 метров, что в принципе не удивительно, ведь функция плавания здесь поддерживается. Встроенного GPS-модуля здесь нет, так что все уличные тренировки определяются только по модулю смартфона. Если свайпнуть по экрану сверху вниз, то можно вызвать меню быстрых функций. Отсюда можно изменить уровень яркости, включить режим «Не беспокоить» или найти телефон. Также одним простым нажатием можно попасть в меню настроек устройства. А вот вход в главное меню осуществляется свайпом по экрану слева направо. Из очень интересных функций здесь имеется раздел с измерением артериального давления.
Разумеется, к наличию подобного параметра на борту я отнесся весьма скептически, потому как зачастую такие показатели в столь бюджетных устройствах — это лишь маркетинговая уловка. Но тем не менее, сверить данные мне было интересно. В общем, как и следовало ожидать, из 5 замеров результаты часов ни разу не совпали с таковыми в спецприборе. Скорее всего, в Эйрис зашита какая-то формула или алгоритм, который высчитывает показания на основании измерения пульса, потому как никаких других датчиков внутри устройства нет. Но надо отдать должное, пульс на руке часы считают довольно корректно. А вот насчет шагов я такого сказать не могу. По всей видимости, из-за посредственно работающего акселерометра погрешность по этой части имеется. Особенно во время езды на машине девайс частенько прибавляет лишнего. Помимо всего прочего, часы также умеют считать сон. Конечно же, не так хорошо, как Huawei или Honor, но тем не менее считают они корректно. Но лично мне спать в них было все равно неудобно. Из-за угловатого дизайна они постоянно за что-то цеплялись. Движением пальца по экрану справа налево можно листать виджеты с данными, статистика, график мониторинга пульса, погода и управление музыкой. По свайпу снизу вверх открывается уведомление о входящих сообщениях. Как я уже говорил ранее, шрифт очень мелкий, прочитать сложно, да и по-хорошему полностью сообщение также не прочесть, отображается лишь пара строчек. Единственный плюс всего этого дела в сравнении с Amazfit Neo — это понимание того, откуда сообщение пришло. Иконки популярных приложений здесь отображаются. Ну а если подходящей иконки для этого нет, то пишется его название. Сами оповещения можно получать от чего угодно, от любого установленного приложения на твоем смартфоне. Этот момент настраивается в программе GloryFit, которая доступна для скачивания в Google Play Market. И вот здесь надо отдать должное, софт довольно годный, по крайней мере намного стабильнее, нежели у Halo. Часы рандомно не отваливаются, а если слишком далеко отойти от смартфона, то оповещение об отключении отобразится на экране. Есть расписание режима «Не беспокоить» и можно задать будильники по дням. Кстати, совсем забыл сказать, что в этих часах, в отличие от Amazfit Neo, есть вибро. Он довольно топорный, но зато если будешь спать с часами, то точно разбудит. Настройки в программе подробные и переведены корректно. Разобраться будет просто. Здесь все по-русски. В разделе под названием «Настройка часов» доступно 28 готовых циферблатов, часть из которых хоть и однотипная, но все же имеет место быть. Помимо всего прочего, в этом же разделе есть возможность сделать и поставить свой циферблат, к примеру, со своей фотографией или кого-то из своих близких. Теперь, что по автономности. Внутри устройства установлен аккумулятор на 170 мАч, и производителем заявлено 7 дней при умеренном использовании, но как таковых сценариев этого самого умеренного использования не расписано. Как я уже говорил в самом начале, данные часы я относил без малого 3 недели и использовал их по-разному. Максимальная нагрузка со всеми включенными мониторингами, уведомлениями и вибро при полной яркости позволили мне выжать из часов 4,5 дня работы. Когда же я убрал яркость на плюс-минус среднюю и включил расписание режима «Не беспокоить», а также отключил постоянный мониторинг пульса, то часы уже смогли прожить неделю. Но здесь во многом все будет зависеть от того, как много тебе будет приходить уведомлений и звонков. Поскольку я этими часами пользовался как основными, то все важное, что мне приходило на телефон, дублировалось на часы. Таким образом, могу констатировать тот факт, что в целом по автономности в характеристиках производитель не соврал. Единственный очень весомый недостаток по этой части заключается в том, что отображение заряда часов происходит кусками по 25%, то есть отследить точно, когда у тебя сядет аккум, не представляется возможным. Скорее всего, как и я, ты узнаешь об этом только тогда, когда они выключатся. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что несмотря на обилие мелких недостатков, сами часы мне понравились, особенно при их-то стоимости. В первую очередь для меня данный девайс это некий апгрейд Amazfit Neo, хоть и от другого производителя. Ведь кто бы там что ни говорил, а вибро в часах лично мне очень необходимо. Плюс хотя бы видеть, откуда пришло уведомление, также очень важно, нежели простая иконка +1. Ну и конечно же, иметь возможность хоть иногда менять циферблаты также является хорошей опцией, ведь лучше когда она есть, чем ее нет. Что же касается дизайна, то разумеется он на любителя. Как я уже говорил в своем ролике об Amazfit Neo, я люблю все эти ретро-новоделы и мне подобные штуки очень нравятся, так что я со своей стороны совместил приятное с полезным. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.